Гиперкинезы, непроизвольные насильственные движения, возникают чаще всего в результате поражения различных отделов головного мозга. По степени участия в формировании патологического синдрома медленных тонических и быстрых фазических компонентов условно выделяют медленные и быстрые гиперкинезы. Гиперкинезы преимущественно развиваются при поражении стриополидарной системы, хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара. Большое значение в их патогенезе имеет нарушение взаимодействия между черной субстанцией и хвостатым ядром. Пример медленного гиперкинеза – генерализованная форма деформирующей мышечной дистонии. Она проявляется медленными сокращениями большинства мышечных групп. Обычно при этом отмечают неправильную атетоидную установку кистей, непроизвольные движения мимической мускулатуры. Гиперкинезы мышц туловища, торсионная дистония, сопровождаются развитием вычурных поз. Во время движения их выраженность увеличивается. При локальных формах деформирующей дистонии патологическое повышение тонуса возникает преимущественно в отдельных группах мышц, например, в мышцах шеи. Клиническое разделение гиперкинезов на медленные и быстрые имеет патохимическую основу. Одна из причин развития медленных гиперкинезов – недостаточность синтеза дофамина. Дефицит дофамина можно восполнить введением L-допа. В результате дистонические проявления могут уменьшиться. Другая причина развития медленных гиперкинезов – снижение чувствительности постсинаптических рецепторов к дофамину, условно обозначена белой линией. Она устраняется медантаном или его аналогами. К быстрым гиперкинезам относят различные виды дрожания, которые усиливаются в определенных положениях рук или при выполнении целенаправленных движений, например, при письме. Один из видов быстрых гиперкинезов – насильственные движения, характерные для хорея Гентингтона. При этом у больных возникают беспорядочные движения рук, ног, мимической мускулатуры. Другой вариант быстрых гиперкинезов – генерализованные тики, синдром Туретта. Грубый гиперкинез мимической и речедвигательной мускулатуры ведет к выраженным нарушениям речи. В основе быстрых гиперкинезов относительный избыток дофамина или повышенная чувствительность к нему постсинаптических рецепторов. Избыток медиатора коррегируется антагонистами дофамина, например, галоперидолом, блокирующим дофаминергические рецепторы. Применение галоперидола у этой больной вызвало практически полное исчезновение гиперкинезов и восстановление речи. Углубление наших знаний о физиологической и биохимической регуляции двигательных актов поможет решению задач патогенетической терапии гиперкинезов.